Тебе не играть с этими людьми в команде. Встал, забыл даже одеть трусы, сел за компьютер. Все понял, да, тень существует. Ты сыграешь 10 пабликов, у тебя будет винстрик, и будешь кайфовать. И ухожу от компьютера. Что ты делаешь перед игрой, чтобы настроить себя ментально? В день официалки стараюсь проснуться. Не рано встаю прям. Я встаю часов где-то за 4 до официалки. Ну, если официалка такая более дневная, так сказать, не утренняя, вот сразу позаниматься зарядкой, физические упражнения, там, йога, чтобы тело привести, чтобы оно проснулось. Стараюсь ничего не есть, сыграть пару пабликов, потом перезагружаюсь после них и, скорее всего, могу съесть какую-то шоколадку или мелкий перекус перед самой игрой. Что главное, убедиться, что ты сытый, довольный. Посмотреть, скорее всего, игру, чуть-чуть обсудить с Серегой по драфтам, плюс-минус, может быть, попикать против него в лобби, покурить, сесть за компьютер. Если вот у тебя там официалка в 12, за сколько нужно вставать? Официалка в 12 – это ночной кошмар. Ну, часов 8 приятно встать, но лучше без недосыпа. Но вообще в идеале хочется сыграть один паблик, когда проснулся, на героях, примерно, которых я буду играть. Потом покушать сразу же, сыграть еще 9 пабликов сверху. Но вообще в идеале перед игрой это размяться там на турничок, брусья. Всегда думаю, что мы выиграем. Ты никогда не должен думать, что ты можешь хоть как-то проиграть, потому что если в игре идет что-то не так, ты до этого не верил, и в игре, когда уже не идет, ты не веришь в это. И, естественно, у тебя шанс на победу будет довольно низок. А если ты прям уверен, что ты выиграешь, ты фокусируешься чисто на своей игре, и просто думаешь, как играть. Из обязательного это, если официалка утром, то проснуться нужно хотя бы часика за 2. Ну, ты должен быть разогретым, ты должен быть в тонусе. А чтобы прийти в тонус, нужно, для меня лично, попить чаю, скушать завтрак и обязательно сыграть в матчмейкинг хотя бы одну игру. Ну, желательно покушать как максимум за час. То есть я думаю, что если за час покушать, ничего не будет страшного. Но вот если покушать прямо перед официалкой, может организм подумать, что сейчас я буду переваривать еду. И играть в доту он не будет. Сходить прогуляться на улицу, если время позволяет. Потому что короткая прогулка тоже всегда помогает освежить мозг, очистить себя от всех ненужных мыслей и прийти на официалку. Несколько лет назад был такой небольшой ритуал. Я прочищал свои девайсы, поверхность коврика, клавиатура у меня всегда под одним углом была. Без этого ритуала прям было ментально тяжело, но со временем даже незаметно для себя, как это куда-то все ушло. Осталось только какое-то там ментальное состояние, к которому я всегда стремлюсь перед важными матчами. Мне нравится чувствовать давление. Мне нравится не поддаваться этому давлению, но его в меру ощущать. Я обычно пропускаю какие-то игровые моменты, вспоминаю какие-то вещи, связанные с противником, или, может быть, какие-то игровые аспекты, связанные там с моей командой, которые там недавно происходили. Так или иначе, наполняю свой разум некой важностью происходящего, важностью матча. Это для меня является дополнительным стимулом. И я считаю, что в этом и есть основное различие между какими-то там паблик-играми или совсем неважными играми от матчей важных, матчей ваших жизней. Это как вы ментально к ним подходите. Это гораздо больше кайф для меня. Довольно сложно описать, но если, наверное, рукой показать здесь, это, наверное, паника, да? И здесь это где-то планка, не знаю, уровня встал, забыл даже одеть трусы, сел за компьютер. На такого уровня важности для вас игра. Я стараюсь где-то балансировать это к середине, чтобы мне было достаточно интересно, но не настолько был поглощен всем этим и мог сфокусироваться на игре, мыслить, а не просто взаимодействовать бездумно с окружением, как-то на какой-то механической основе. Не знаю. Насколько важно сохранять эту рутину, поддерживать твое ментальное состояние перед игрой? То есть было ли у тебя такое, что ты не делал этого, и насколько это влияло на тебя? Не сказал бы, что если я этого не сделаю, будет прям плохо, или я там не дам какой-то максимум. Просто это прям идеал. Ну, не знаю, мне помогает это так
иметь холодную голову, так сказать, от этого прям. Сделал у тебя свой распорядочек, и ты приходишь на официалку прям готовый. Ты вот проснулся, и ты сделал все так, как ты хотел. Вот. И тебя ничего не отвлекает, ты прям готов. А если не сделать, ну, тоже, скорее всего, готов, но не идеально. Не то чтобы сказать, но были вот игры с большим давлением, так сказать. Вот, ну, чувствовалось, что ты в них слегка проваливаешься. Такое бывает иногда. Но как с этим бороться, понятия не имею. Бывало, конкретно не вспомню, но бывало такое, что, допустим, проснулся там за 10-15 минут до официалки, что-то было с режимом, или, возможно, официалка была слишком рано или слишком поздно, не выспавшийся, заходишь когда в игру, ничего хорошего не будет. Тут может быть даже речь не о том, что игра какая-то выигрывалась или проигрывалась, просто индивидуальное выступление было ниже. А что делать, если вот ты вот сейчас вот прям в игре, вот что-то идет не так? Вот как вот собраться ментально и начать играть хорошо? Да, паниковать лучше не стоит. Лучше вообще полностью всегда быть абстрагированным от реального мира, когда ты в официальной игре. У меня такое нечасто бывает. Потому что, ну, игра есть игра, и мне надо ее доиграть сначала. Прежде чем тильтовать, расстраиваться, кричать, злиться, может быть, ломать мышки. Обычно это чувство возникает, когда ты понимаешь, что игра это может быть не так, и даже, возможно, ты это будешь один понимать. И здесь самое главное, наверное, донести информацию так, чтобы другие не поняли, что ты нервничаешь или что-то такое. То есть ты должен донести это так, что нужно сделать по-другому, и будет круче. И тем самым ты должен зарядить команду, сделать так, как нужно, по твоему мнению, и все будет круто. Ну, банальная коммуникация. То есть главное в этом ключе не иметь столкновений многих мнений и прийти к чему-то одному. Ну, у меня так работает. Если я уже не верю, то у меня никогда не сработает, что я во время игры смогу рекавернуться. То есть если я не верю. Поэтому я всегда пытаюсь максимально настроиться перед игрой, чтобы уже верить в победу, и не важно, что произойдет. Для меня это супер важно. Если в игре что-то идет не так, и ты еще можешь это изменить, это речь касается доты, значит, скорее всего, вы как коллектив взаимодействуете плохо, не так, как хочется. Наверное, в идеале сильный игрок просто поведет за собой с помощью своей игры. У него есть какой-то геймплей, в который он верит, он знает какие-то мувы, он просто будет, невзирая на окружение, стараться все равно подгонять людей или стараться делать то, что считает нужным, и искренне верить в то, что остальные тоже проснутся, подтянутся за ним. Думаю, прям очень сильно все зависит от того, что за коллектив. Руководствуешь ли ты правилом «три слитых катки, больше не играю»? В паблике в основном не особо, потому что все равно тебе надо гриндить паблики. Ты все-таки в паблик играешь, чтобы механический скилл свой тренировать. А если ты будешь играть 3 паблика, лузнул, ну ты можешь сыграть 3 паблика, покушать, или пойти размяться там, и потом пойти дальше играть. Но ты обязан играть много игр в день. Не знаю, кто вывел такое правило, но, кажется, у каждого по-разному. Кто-то может и после 2 понять, что кто-то 3, кто-то 4, кто-то и на 5 не остановится. Но в целом сам, тоже по настроению. Можно и 3 проиграть, а можно и 5 за день. Ничего страшного. Бывают, да, ситуации, когда у тебя кровь из носу, тебе надо что-то сделать. Там вот на этом герое тебе чего-то не хватает. Абстрагировался от всего, просто 5 игр, сконцентрировался на том, как у тебя летят кнопочки, и играешь довольный. Если хорошо летят. Вообще очень редко прям тильчу. Прикольную философию перенял у Толяна Булка, это наш бывший тренер. Он сказал, что когда ты заходишь в паблики, тебе никто ничего не должен, тебе не играть с этими людьми в команде и так далее. И ты заходишь отработать лишь свой личный скилл, поменьше коммуникации с командой, то есть сделай свою работу. И от этого вообще ты не зависишь от рейджа тиммейтов, то есть если что-то происходит, тиммейт тебе не нравится, то проще его замутить. Вот ты не про игрок, а ты играешь, наоборот, на результат, чтобы набить тебе побольше рейтинга. Что делать в таком случае? Ты можешь апнуть рейтинг, не особо коммуницируя с командой. И просто если ты хорошо будешь играть, ты апнешь рейтинг. Ты можешь что-то предлагать, а тебе кто-то будет не слушать или предлагать другое. И ты от этого будешь тильтить. Проще адаптироваться по карте от того, что делают твои тиммейты в паблике. Но это с позиции кора. На сапе я не знаю точного рецепта. У меня есть периоды, когда я, допустим, не играю много в доту. Был период в прошлом году. Я, допустим, где-то месяца 4 не играл в доту вообще. И после этого решил, что пора вернуться, начать набирать форму. И тогда я не руководствовался таким правилом. Я мог сыграть по 14-15 игр в день. Неважно, сколько выиграл, сколько проиграл. Это было тяжело морально. Потому что я понимал, что я нахожусь в плохой форме. Мне нужно набирать, мне нужно успеть. Мне нужно вернуться туда, где я был. И это меня сильно мотивировало. Но
Конечно, большое количество поражений порой очень сильно било по мне морально. И я мог даже начать срывать злость там на тиммейтах в матчмейкинге, чем я вообще не горжусь. Такие правила актуальны, если вы ставите перед собой задачу поднятия ПТС. Например, у вас есть цель стать там, топ-10, топ-1 ранга своего региона. В матчмейкинге абсолютно ты не знаешь, игра тебе принесет тебе что-то новое или только негативные эмоции. В этом-то и суть, сыграть как можно больше игр, чтобы зацепить как раз-таки те самые единицы, которые вам что-то дадут. Так что нет, такого правила не придерживаюсь. Если я считаю, что вот он мой тренировочный процесс, мне надо что-то сделать. И даже если это и проигрываю, для себя я отделяю части, которые... Не будет такого в игре с моей командой. Моя команда такого не сделает. Влияет ли поражение в рейтинговых играх на тебя, на успехи в профессиональных? Последний год я избавился от этого. Я не перенимаю эмоциональный негатив из пабликов. То есть для меня паблик — это как личностная тренировка чего-то, что я хочу потренить. Будь то новый герой или будь то просто зайти, покликать и так далее. В официальных играх точно нет, но в целом настроение понятно, что они влияют. Возможно ли от этого как-то уйти? Да в целом, график построен так, что я не успею достаточно много проиграть и достаточно сильно разозлиться перед тем, как какая-то командная деятельность. А под вечер что, карается, злой я или не злой. Под вечер можешь сойти с ума, что такого. Что ты делаешь при этом? И ухожу от компьютера. Не совсем. Возможно, конечно, и было. Длинные лустрики порой бывают такими сильными, что ты ложишься спать, злой, спишь, просыпаешься, вспоминаешь лустрик, и ты все еще злой утром. То есть настолько может это быть. Сейчас я стараюсь не злиться. Это не нужно. Да и вообще даже не знал, что такое тильт до определенного момента. Потом кто-то рассказал, и все, понял, да, тильт существует. Раньше влияло, сейчас вообще нет. Сейчас я уже как-то более профессионально отношусь к этому, что я обязан на официальных играх максимально фокусироваться. То есть я не должен вообще не думать о пабликах, там, о чем-то там, о другом. То есть у меня, если я играю, то я играю в доту. Как ты к этому пришел? Не знаю, с опытом. Просто поиграл в командах разных, потом понял, что... ты не можешь мыслить по-другому. Если все идет в совокупности, поражение в пабликах, не получается на кланварах, не получается в официальных играх, да, определенные мысли наводят. Но это все в совокупности. Исключительно сугубо поражения в пабликах на меня не влияют. Когда ты в тильте, и ты предлагал, что пойти через 30 минут поделать что-то, что вам нравится? Что делаешь ты? Кричать в небо, принимать душ, потискать котов, покушать, послушать музыку, глянуть что-нибудь мультипликационное, может быть, художественное. Если есть настроение, может быть, даже упороться и буквы познакомые поискать в книжке. Надо расставлять приоритеты. Мне кажется, что ты не должен хотеть победить, ты должен хотеть сыграть сам хорошо. Вообще мне лично помогало делать перерывы от доты. Там денек не поиграть, может, другой. Приходишь с чистой головой, на каком-то хорошем настроении, там, может, что-нибудь покушал вкусного. Сделал что-нибудь, что тебе нравится. И дота-то тоже может тебе нравиться, и ты в нее играешь. Но порой она может, помимо удовольствия, доставлять тебе, конечно, негативные эмоции. Когда она тебе много негативных эмоций доставляет, лучше сделать небольшой перерывчик. Когда просыпаюсь, никогда не было, что такое тильта. Обычно, когда ты ложишься спать, ты в тильте, к примеру, и ложишься спать, и обычно, сон, он всегда помогает. Максимально помогает тебе сон с тильтом. Я играю в паблике для чего-то. То есть я, проиграл там, да, нет смысла мне кого-то флеймить в пабе. То есть я просто играю в доту. То есть я вообще, не думаю в основном о тильте. Упала у тебя эта уверенность, как ее вернуть? Дальше в паблике играть. Если у тебя лустрик, ты сыграешь 10 пабликов, у тебя будет винстрик, и будешь кайфовать. И у тебя будет сразу уверенность в себе 100%, если ты будешь много выигрывать. И даже много играть просто. А есть еще, может быть, какие-то упражнения, которые помогают тебе поддерживать эту уверенность, либо ее развивать? Что-то, что тебе дает уверенность? Когда выиграем официалки, 100% дает уверенность. Когда ты с командой выигрываешь, это дает неплохую уверенность. Скорее всего, дома я просто либо что-то посмотрю, либо просто пойду прогуляюсь, один или с друзьями. Может, даже более какой-то спортивный досуг получится организовать под лето. Что ты из спортивного предпочитаешь? Баскетбол. Баскетбол. Еще поиграл в пинг-понг, но пинг-понг закрылся.
Ты сказал про физическую активность, про йогу. Насколько это помогает тебе собраться? Во время занятия, ну, как бы просыпаешься. Ну, то есть ты зарядился на день, ты такой бодренький, уже тебе хочется что-то поделать. Не сразу приступаешь, ну, то есть не сразу ты проснулся и за комп садишься. Иногда, конечно, так получается, но стараюсь этого избегать. А ты принял это из профессионального спорта? Я знаю, что ты занимался хоккеем. Это оттуда у тебя пошло? Откуда ты? Как ты вообще дошел до такой мысли? Да нет, скорее всего, от обратного. Как-то занимался всю жизнь, а потом перестал. И как-то потом почувствовал, что без этого не стоит. Когда ты чувствуешь себя плохо, тебе вообще ничего не хочется. Не играть, ничего. А когда ты такой свеженький, бодренький, тебе хочется играть, выигрывать, и вообще все хочется. Поэтому, считаю, физическое состояние супер важно. Да, спорт всегда нужен, я считаю. Очень хочу записаться в бассейн сейчас. Как раз переехал в город, где он есть. Жил в деревне там, только мог на велике покататься. Мог, конечно, взять лопату, покопать что-нибудь. Ну, такое, знаешь, как бы там тренажерки не было, можно было что-то самому придумать, что-нибудь подтягиваться немножко, поджиматься. Сейчас в бассейн хочу пойти. Ну, мне кажется, это необходимо. Как бы в здоровом теле здоровый дух.